Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание датам рождения, которые ни в коем случае нельзя отмечать. Вы будете удивлены, но отмечая именно в эти даты, вы тем самым на целый год привносите в свою жизнь беды, неприятности, проблемы с деньгами, проблемы со здоровьем. Надо ли вам такое? Точно нет. Поэтому обязательно просмотрите это видео до конца и обязательно сделайте анализ и постарайтесь не отмечать. Или отмечать, но те советы, которые мы вам дадим, они вас обязательно помогут вам в жизни. Как вы знаете, друзья, день рождения бывает раз в году. И это очень важный день у каждого человека в жизни, потому что нужно к этому дню относиться правильно, так как с помощью этого дня возможно притянуть к себе счастье, так и, к сожалению, сильные неприятности, как положительные энергии, так и отрицательные. Ведь в этот период человека окружает очень сильная энергетика, которая благодаря открытию каналов появляется именно только в этот день, в день рождения человека. И важно уметь правильно воспользоваться этим днем и ни в коем случае не причинить себе вред. Многие люди неправильно отмечают свой день рождения. Они не прислушиваются к советам, которые пришли к нам от прадедов, а затем жалеются на то, что весь год проходит не так, каким бы хотелось, и все же, что они только не возьмутся, получается в точности да наоборот от желаемого. Поэтому важно свой день рождения обязательно проводить в хорошем настроении. Постарайтесь заниматься в этот день только желаемыми для себя моментами. Окружать себя только близкими и родными людьми, так как они способны притягивать положительные энергии в большом количестве. А с помощью особой энергии этого дня все это еще можно увеличить во много раз. Также многие люди допускают ошибку, когда в свой день рождения занимаются готовкой еды в большом количестве. Если вы любите так отмечать день рождения, то это лучше начинать делать за сутки. Вы спросите, а почему именно так? Вы знаете, все очень просто. Когда вы стоите долго на кухне, вы устаете. А когда вы устаете, у вас что? У вас портится настроение, и вас что-то начинает раздражать. Вас даже в этот момент может раздражать какая-то мелочь. И, соответственно, вы начнете притягивать негатив, который в результате увеличится. Так еще и еда его впитает, а вы, подав это все на свой праздничный стол, не только к вашим гостям притянете ненужные для них энергии, но и себя этим всем окружите еще в большем количестве. Так можно готовить на свой праздник только тем людям, которые вы действительно любите, которые получают от этого удовольствие. Такие люди, наоборот, в этот день увеличивают потоки положительных энергий в свою жизнь. И еда, которая впитает это все, передаст положительные энергии всем гостям, чем притянет к ним приятные моменты. Но не забывайте, что мы притягиваем то, что в данный момент излучаем. Поэтому вас должны в день вашего рождения окружать только положительные эмоции и счастливые моменты. Также всегда старайтесь отмечать день рождения только с близкими и родными вами людьми. Это очень важно. Многие люди почему-то считают, что какая разница, с кем отмечать. Очень большая разница, потому что в ваш день рождения открываются определенные вибрации, определенные энергии, и вас начинает энергетический космос подпитывать. А вы встречаете день рождения с завистливыми людьми, с недобрыми людьми, которые, возможно, за вашей спиной разносят сплетни непонятные и так далее, и так далее. И вы понимаете, какой получается в вашей жизни каламбур. Также вы должны понимать и то, что есть дни рождения, которые не стоит отмечать, потому что они имеют достаточно тяжелую энергетику и этим способны, к сожалению, вам принести вред, который исправить будет совсем потом непросто. Поэтому запомните, никогда не отмечайте 53 года. Особенно это касается женщин, так как в этот период
их биологический ритм начинает двигаться с большой скоростью, и, отмечая день рождения, связанный с цифрой 53, возможно притянуть негатив в свою жизнь, а также можно нарушить энергетический ритм, который будет постоянно лишать женщину энергии, из-за чего она может рано начать стареть, сильно поправиться, а также у нее нарушится сон, а плохое настроение и бессонница будут преследовать ее, чем сильно истощать и даже, возможно, где-то вгонять в депрессию. Для мужчин день рождения, связанный с возрастом 53 года, пройдет более спокойно. Но если вдруг мужчина решит отпраздновать такой день рождения, и возле него в этот момент окажется недоброжелательный человек, то он отберет у него всю сильную энергетику этого дня, чем разрушит его биополе. Также в день рождения, который связан с такой цифрой, человека очень легко сглазить. Поэтому воздержитесь от празднования, и у вас будет много других замечательных дат, которые вы сможете отметить. А в данном случае лучше поберегите себя. Следующая дата в дне рождения, который не стоит отмечать, девочки и мальчики, запомните, это 40 лет. И эту дату также не стоит отмечать. Почему, вы спросите, что же здесь не так? Дело в том, что это связано с тем, что душа умершего человека покидает землю через 40 дней. И вот именно эта цифра считается достаточно тяжелой, а вы, радуясь ей, будете притягивать к себе этот разрушительный негатив, который наполнит вашу жизнь в течение года несколькими неприятными событиями. Поэтому, чтобы этого не произошло, на этот период лучше взять отпуск и куда-то уехать. Если вы даже решите выпить бутылочку вина в этот день, сделайте это только со своей самой близкой семьей. Но перед этим обязательно зажгите свечу, сделайте ней вокруг себя против часовой стрелки круг, затем поднимите ее над головой и скажите такие слова: «Канал свой энергетически перекрываю. Доступ любых энергий в свою жизнь в течение этого дня прекращаю». И вот такое вот действие поможет вам не притягивать сильный негатив к себе, который будет способен, к сожалению, навредить вам. Для мужчин опасным возрастом, связанный с празднованием дня рождения, является возраст 33 года. И вот мужчинам стоит воздержаться от празднования дня рождения именно этой даты. Почему? Дело в том, что этот день может привлечь к человеку либо какой-то несчастный случай, либо проблемы, которые будут преследовать вас на протяжении следующего года, пока вам не исполнится 34. Утром, как только вы проснетесь, выставьте для себя обязательно защиту. Для этого возьмите лавровый лист, возьмите палочку корицы, привяжите это все к восковой свече. Далее подожгите свечу, лавровый лист и палочку корицы и окурите себя этим. Затем перед собой в воздухе нарисуйте воображаемую свечу и проговорите такие слова: «Защиту к себе в этот день призываю. За ней свой день рождения встречаю. С ее помощью весь негатив отбиваю, а свои положительные энергии в целостности сохраняю». И установите, когда проделаете свечу на полу, и обойдите вокруг нее 3 круга. После этого затушите. Все это вынесите подальше от дома и выбросите. Так вы сможете установить для себя сильную защиту, и вам ничего не навредит. Женщинам же этот день лучше не праздновать с размахом, имеем в виду 33 года, потому что энергетика этой даты все-таки достаточно тяжелая. Но, например, если вы планируете просто посидеть с подругами, либо со своей второй половинкой, возможно. Но смотрите, ни с кем, ни в коем случае в этот день не вступайте в конфликты, так как проблемы в течение года вас точно не оставят. И, дорогие милые женщины, если вы планируете отмечать 33 года, обязательно не отмечайте раньше. Это очень важно. Прислушайтесь к этому моменту.
Следующей нехорошей цифрой считается 13 лет, так как это число связано с разрушительным негативом. В этот день лучше уделить внимание только своему ребенку. Как вариант, сводите его в парк, на аттракционы, в аквапарк. Если на данном этапе нет такой возможности, преподнесите ребенку большой и красивый торт, а также подарок, о котором он так давно мечтал. И вот такими действиями вы сохраните энергетику вашего ребенка в целостности и притянете к нему хорошие энергии и не принесете ему вред. И очень важно, чтобы родители своего ребенка очень особое внимание уделяли вот цифре 13. Многие думают, ну и что, но вот отметим все-таки детство и так далее. Вы должны понимать и то, что каждая цифра и каждый возраст имеет свои определенные вибрации и энергетику. И вроде вы отметите с радостью, с помпезностью и так далее, но через полгода у ребенка начнутся проблемы, то со здоровьем, то в школе, то еще какие-то моменты. Поэтому, чтобы такого не было, все-таки недаром наши предки уделяют внимание именно цифре 13. Так что, друзья, девочки и мальчики, мы надеемся, вы понимаете. Следующая дата, которая под табу, это 9 лет. Это связано с тем, что душа человека в первые 9 дней ходит среди людей, а родственники на такое число собираются для того, чтобы отдать дань близкому человеку и вспомнить его, так что в большей степени это число притягивает грусть. Отмечая ребенку такой вот день рождения, вы можете привлечь к нему какие-то бессонницу, ночные кошмары, и все это будет создавать вам неприятности. Поэтому все-таки лучше воздержитесь. Придумайте, как вам поздравить ребенка так, чтобы он испытал только положительные эмоции и счастье. Ведь от этого зависит, какой у него будет год. Многие родители думают о том, ну и что, какой у него может год. Все равно я же его финансирую, я же его одеваю и так далее, и так далее. Девочки и мальчики, вы должны понимать, что ребенок это также индивид, это также человечек. Да, он маленький, он развивается, но в любом случае мы с вами должны заложить правильные основы на будущее, не только на год, но и на десятилетия. Кроме того, обращаем ваше внимание, не стоит постоянно гнаться за большим количеством людей и глобальным празднованием своего дня рождения. Эти времена, когда, вы знаете, нужно было собрать как можно больше гостей, накрыть большой изобильный стол, уже прошли. Вы должны понимать и осознавать, что это ваш день рождения, и вы его должны проводить только так, как сами того пожелаете. И, конечно же, только в свое удовольствие. И только с теми людьми, которые действительно вам с ними будут хорошо и комфортно. Не всегда присутствие большого количества людей означает хороший праздник. Тем более вы не можете проконтролировать всех, кто и с какими помыслами к вам пришел, а также какое настроение у данного человека. Поэтому иногда лучше меньше, но пусть это будут ваши искренние и доброжелательные люди. Также вы должны понимать и осознавать, что не каждый день рождения нужно отмечать, даже независимо от того, сколько лет вам исполнится. Хотя это очень важный фактор. И вот именно эти 5 дат все-таки лучше избегать. Но если вы на энергетическом уровне чувствуете, что в этом году вы хотите провести свой день рождения вот как-то по-особому, не сидеть за столом, а так и сделайте. Вот очень важно, чтобы вы научились прислушиваться к своему внутреннему чутью. И именно оно этим хочет вас от чего-то уберечь, сохранить ваше энергетическое поле. Помните о том, что все в ваших руках, поэтому контролируйте все, что у вас получается. Соблюдайте правила, окружайте себя благодаря этому положительными энергиями и избегайте различного и ненужного для вас негатива. Ведь от этого напрямую зависит то, как вы проведете весь следующий год, чем вы его наполните, будет ли он счастливым для вас или не очень. Помните о том, что ваш день рождения – это только ваши права.
правила. И никто вам не имеет права навязывать, как ему вам провести. Не хотите ни с кем разговаривать, хотите отключить телефон, связь, сделайте это. Хотите людей пригласить в кафешку, сегодня можно в ресторан, можно в парк пригласить или на пикник. Это также нормально. Не ограничивайте себя, потому что многие нам навязали какие-то правила, какие-то требования, и многие люди почему-то на это все соглашаются и боятся себе сказать, что я буду делать только так, как я хочу. А мы вам желаем, чтобы действительно в вашей жизни было только так, как вы хотите и как вы желаете. Девочки и мальчики, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите «Я привлекаю здоровье в свою жизнь». Друзья, кто спрашивал касательно доната, поддержки нас, нашего канала, нашей команды, ссылка в описании к этому видео. Любая сумма нам будет приятна. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.